И мы в эфире. Причем даже везде. Даже все работает. Тоже все работает. Кирилл Орлов, привет. Даже Кирилл уже здесь. Привет. У нас и Twitch заработал, и VK Play Live после того, как мы его победили в прошлый раз. Все запустилось, все заработало, все хорошо. По крайней мере, на бумаге. Это прям классно. Новость хорошая. Хорошее. Единственное, что ну, у тебя что-то работает. Новость хорошая. Привет, Кирилл. Кстати. Так, ну ты даже громче, чем я в этой веке. О, это хорошая вещь. К сделаю потише. Прям на писярик надо сделать. Кирилл Орлов, а ты сомневался, что я буду здесь? Логично, логично. Так, ну что. Вроде все работает. Звук сейчас надо будет подровнять. Там Кирилл, да, контролирует процесс. Кого там куда подтянуть, там сделать Да. ли Стаса чуть потише или там или еще что-то. Я вроде чуть сделал потише, но удобнее будет тебе это. Ну, в принципе, все. Кирилл Орлов, как дела, ребятки? Переменным успехом до этого дойдем. Ну что, всем большой-большой привет. С вами Панквинта. И Притчер. И сегодня у нас очередной стрим. В этот раз, правда, в воскресенье у нас вчера не получилось по определенным причинам. Лето как-никак еще. Сейчас уже и осень, но все равно еще у нас летний-осенний период. С субботами по-разному. Поэтому стрим у нас сегодня воскресенье. Играем уже, можно сказать, традиционный Resident Evil. Все-таки мы его допройдем. Но не им одним единым. Но сегодня резик. Все. Поэтому мы начинать. Так. Мне нужно... Сейф. Твое сохранение. Да. Так, сейчас я... Вспоминаем. Ага. Это очень Самообучение. важный момент. Автоматическое. Так, вот, бег. Самое главное нашел. Так, бежать. Нам наверх. Так, в ту дверь, где змея была. Мы вчера в тот раз посмотрели тогда. Прикол со змеей. Но мы ничего не сохраняли. То есть продолжаем разговор. Так. Ну дела у нас что? По-всякому. С переменным успехом. Кирилл Орлов. Дня, кстати, скачал ремейк первой части, решил освежить в памяти. Угу. Это боль. Нам налево, направо? Ну да, туда. Прямо. Ремейк первый, он, конечно, такой жопонадирающий. Без преувеличений. Но я не знаю про ремейк первый ничего. Честно скажу. Но он как ремейк, он как нулевой резидент, они выходили там плюс-минус километр в одно время. Тут не помню, что первее. По-моему, первый сначала, а потом нулевой. Или наоборот. И, ну, скажем так, если первый резик это посчитать как изи, то ремейк это уже как такой нормал ближе к харду. Jill, have you found anything interesting? Yes, but I can't see very well. Это Кирилл удовольствие Орлов. помноженное на вечность. Это удовольствие, помноженное на вечность. I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait.
Нормально она его запрягла. Ну тогда попробуй сам спустить. Hey, what's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Чел Не сэндвич. воруй. Barry? Barry? Дэри. Уж мне это вечная Мэри. Так. Удовольствие А помноженное тут на предусмотрено вечность. в игре, что если ты ничего не делаешь и дожидаешься его, то ты не видишь этого момента. Hey! Кирилл Орлов. Are you Там there, вроде Jill? зомбаки будут. От Grab хантаров rope. можно отдохнуть пока. Насчет удовольствия помноженного на вечность я I'm бы не sorry, сказал, но это, Jill. конечно, такое I любить, didn't то know that was естественно. going to happen. Sorry. Но к такому все равно надо I was really привыкать. careless. Так как Are you okay, вот Barry? с непривычки даже первый тарезик Maybe you're заморочный, getting но он, tired. опять же, ну, не столько No, I'm сложный, all да, right. а Don't вот worry. только именно того, что из своих особенностей, все-таки к Jill, этому надо прям I привыкнуть, found привыкнуть и something. это полюбить. В противном случае, даже такой, казалось бы, не сильно заморочный, вроде бы и первый, местами такой простой, просто Так. превращается в испытание на прочность. Мне нужно запомнить этот номер. Угу. Сделано? 80830. Ой, пардоньте, опять не там пишу. Угу. Могу вырубать? Да. Ну, Thank или он you. сохранен, не I'll знаю. take this then. Кирилл Орлов. А кстати, Панк Винта в 27 Так, у меня выйдет вопрос. мульт Я или открыл фильм там про Зельду? саркофаг. Я должен в него был быстрее зайти? Или почему веревка пришла, и я оттуда выбежал? Ну, видимо, вот ради кода все и затевалось. Наверное. А там, типа, там лестница вниз уже была. А, тут теперь веревка. 27-го фильм про мультик. Мультфильм про Зельду. Легенда о Зельде. Фильм, 27-й год. Что пишут? Что-то я слыхал, но без подробностей. Что пишут? Американские Ну, это приключенческие я понял. Чё? Извини, Кирилл, это я понял. А играть-то куда дальше идти? Кирилл Орлов. Стас тебе в могилу. В могилу. Не надо. Фэнтезийный фильм, основанный на серии The Legend of Zelda. Разработанный принадлежащей компании Nintendo. Фильм производится Columbia Pictures и Nintendo и будет распространяться Sony Pictures. Режиссер Уэйс Болл, продюсеры там Миямото, Арат Болл, Джон Хартвик младший, по сценарию Дерека Каннолли. Выход на 27-й год. В ролях Бо Брансон, Бенджамин Эван Энсорт. Уэйс Болл, кто такой? Бегущий в лабиринте снимал. Первый, второй. Третий снимал. Планету обезьян Новое Царство снимал, не смотрел. Пятую планету. Будет снимать пятую планету обезьяны. Вот Легенду о Зельде. Выбор, ну не знаю. Не то чтобы Бегущий в лабиринте там какой-то сильно там плохой или хороший. Он настолько никакой. В том смысле, что сложно сказать, выбирая, скажем так, между вообще всеми вот этими фильмами, да, поставить их как-то по... в рейтинг очень тяжело, то есть там эту самую нашу
Дженнифер я не ела ни дня Лоуренс. В своих голодных играх Дивергент. И вот это очень Кирилл тяжело Орлов. выстроить. Инвентарь сильно захламлен магнум и хилки в ящик кинь. Ну, хороший совет. Просто фильмы эти «Бегущие в лабиринте» ничего особенного. То есть, вполне себе на тот момент буквально абсолютно одинаковая шляпа, как и все остальные вот эти фильмы были про бунтующих детей, борющихся с системой. Я не соглашусь. «Бегущий в лабиринте» хотя бы более полноценно нормальная картина, не завязанная на одной дивергенше, на чем-то типа непонятно особенном, непонятно чем. В «Лабиринте» там есть, ну, она все-таки такая прям история сильно, ну, приближена к подросткам и детям, и поэтому как написано, так и снято. Ну, слишком сладко, я бы назвал бы немного. Ну, где-то прилизано даже. Но, в принципе, мне все понравилось там. То есть там есть вот этот типа сюжетный твист в конце, прикольный. Ну, он как бы читаемый, ну, как бы в «Дивергенте» все читаемо. Вот. «Дивергент» мне сильно не понравился в сравнении с «Бегущим по лабиринту». Это мое мнение. Кирилл Орлов. Бегущий в Ну, мне лабиринте все только понравились. первый Ну, фильм, если «Истина сравнивать норм». всего «Дивергента» и всего «Бегущего в лабиринте», мне понравились все. Понятно, там есть фильмы, которые хуже, лучше. Я уже в ящик ничего не кинул, кстати, если так подумать по поводу... Ну, я хилки сейчас попользую, походу. С моим стилем игры это нормально. Я этого не видел. Так, я отходил. Чего там? Что там про лабиринт? Он неплохой? Для меня, да. Кирилл Орлов. Кстати, скоро Ладно. будет первый эмо-диск. Нет, ну видишь, я не говорю, что он прям совсем там этот, там, где они совсем уж там ужасные. Просто, опять же, я не целевая аудитория этих фильмов, как-никак. То есть он, лабиринт, хотя бы немножко посерьезнее. Ну, то есть его главный плюс, его хотя бы досняли до какого-то конца. В отличие от Дивергента, который так и сгинул в полуположении. Не, «Дивергент» же досняли. Дивергент? По-моему, нет. Да, доснятую. Я оба смотрел фильм. Ну, все. Подожди, 3 фильма было, но он заканчивался еще ничем. То есть там должен был быть, по идее, 4-й Дивергент. И там должен был быть либо сериал, либо что-то. Там фильм заканчивается на полусловии. То есть, как бы там... Ну, наконец. он как будто бы закончен, просто если хочешь, продолжи, называется. Основное они более-менее закончили. Что они все эти, это что там в Дивергенте? Тоже типа дистрикты, тоже что-то типа это вот фигня странная. Ну, у них там не дистрикты, вот эти школы, типа сила, ясность, ум там. Мгм. Погнали. Что мне с ними делать? Не хочу к ним подходить. Наверное, подойти, чтобы они согрелись. Они меня убьют сразу вдвоем. Вот так, ползай. Кирилл Орлов. Я только первый Дивергент смотрел. То есть, опять же говорю, лабиринт, то есть он-то окей, но он достаточно такой неровный,
все равно. И ну, есть там определенные вопросы. Подожди, ну подойди ты ближе. Что там раздупилось? Коплей. Ну, просто в данном случае я не знаю, как бы, насколько хорош этот будет режиссер для того, чтобы снимать Зельду. То есть, мне кажется, учитывая, что ничего такого, ну, Планету обезьян, ладно, я не видел, я не скажу ничего. Забытый Феникс, я вообще не знаю, что это такое. Тем более он там-то и не режиссер. Читбот. Александр. Кирилл Орлов. Игра подлагивает. Ну, может быть, трансляция подлагивает, потому что сегодня как-то были определенные бороды с этим. Так. Кому кажется, что этот зомбяк притворяется? Мне кажется. В любом случае, здесь как бы я не знаю. То есть, понимаете, Зельде не везло с экранизациями ровным счетом. То есть, вообще, в принципе, у Nintendo в этом плане большая проблема была всегда. То есть, были достаточно там пососные мультики там, времен 80-х, 90-х, да, там эти Супер Братья Марио. Опять же, Легенда о Зельде, этот мультик, который Excuse me, princess. И прочее вот это вот шлепендрень. Я уж про то рисованное блядство, которое рисовали для Зельды на CDI, я вообще молчу. Как таковую. Но здесь, с одной стороны, казалось бы, Зельда такая хорошая франшиза, с которой можно работать. То есть у вас можно снимать что-то свое, можно снимать, ориентируясь, да, на какую-то из частей игры. Вообще не проблема. Тем более, по сути, каждая часть, да, рассказывает историю по новой. Но, блин, смогут ли вот сделать что-то не отвратительное? Я что-то... Это большой вопрос. Просто еще кого возьмут? То есть, если вот этих вот упомянутых здесь актеров, это кого берут на главную роль? Ну, они ничем пока не... Ну, я их не знаю. Тут вообще вон пугают этим самым Человеком-пауком. Опять. Кирилл Орлов. Стас, заряди пистолет. Что именно пугают? Ну, актерам этим, господи. Ой, не Гарфилдом. Ну, Хохландом. Хохландом, да. Ну, я надеюсь, что не Хохландом, потому что, как бы, тут, с одной стороны, конечно, на роль надо брать актеров незаезженных. Именно чтобы видеть на экране не актера, а персонажа. Тем более, что если они оставят тему, что Линк будет молчать в тряпочку похлеще Фримана, то это тем более будет такой момент. То есть, очень тут тонкий момент. Удастся ли это нормально экранизировать, потому что им либо придется отойти, учитывая, что Nintendo только вот недавно начала эту тему с озвучкой в Зельде, то есть вот они там как Nintendo 64 этот начали, этот тренд, в том смысле, что изначально это было техническое ограничение, потому что места не было, потом это превратилось в фишку, и только в Breath of the Wild они отошли от этой темы и сделали хотя бы частичную озвучку в игре, то переступят ли они через себя максимально, что и Линк у них заговорит, и вообще, в принципе, диалогов будет много, и от чего они будут отплясывать. То есть от классики, то есть там от Link to the Past, там, или вообще от первых Зельд. Возьмут, допустим, Breath of the Wild, возьмут они или там Twilight Princess, или, допустим, вообще угорнут и возьмут, ну нет, это вряд ли, это, как его, Wind Waker какой-нибудь. Хотя на тему повесточки и актуальных вот этих всех приколов, Wind Waker был бы здесь вообще хорош. Ребят, игра подлагивает, иногда почти до слайд-шоу. Ну, я не знаю, у меня вот сейчас вот на трансляции, я вот смотрю на YouTube, нормально. Я, по крайней мере, проблем не вижу. То есть, может, там Twitch и прочие подтупливают, но в целом нормально вроде. По крайней мере, ну, совсем бороды я не вижу. То есть, ну, опять же, ну, ВК с этим самым могут, ну, у меня не поспевать. А YouTube, вот он, я вот в прямом эфире смотрю.
Так это я зря сделал. Ну, и, как бы YouTube я смотрю, ну, плюс-минус. Ну, может быть, конечно, подлагивает чуть-чуть. Просто говорю, у нас сегодня еще регата была под угрозой срыва. У нас там во сколько? Часов в 7 вечера просто у меня умер роутер, точнее у него блок питания умер. И благо я разобрался, в чем была проблема. А так бы были бы большие сложности у нас. Сейчас там худо-бедно там блок питания был дежурный. Так что вот. Так что по поводу Зельды пока ждем. Но я не думаю, что нас они не разочаруют. Потому что, опять же, им либо придется идти путем какого-нибудь ежика Соника, то есть сделать его что-то попковое такое вот кликбейт. Ну, они могут сделать Марио. М? Они могут сделать как в Марио, Которым. Кирилл который Орлов. вышел недавно. Может, ну, записи может стрима норм Ну, все недавно. будет. Не, ну в записи это будет точно нормально, а вот с трансляцией я не могу сказать. То есть, так в целом, ну, черт его знает. Я сейчас не хочу ничего трогать, чтобы там посмотреть. Там, может, есть какие-то эти самые, то есть в... ну, может, интернета немножко не хватает. Надо было, может, чуть по... Ну, не знаю, там 12 тысяч стоит, в принципе, вроде нормально было. Может, надо чуть меньше было поставить, на всякий пожарный случай. Потому что все-таки в 3 места оно стримит, поэтому уж, конечно, где-то мощей-то не хватает. Может быть. Ну, опять же, Я не знаю, экспериментируем. Как будто бы это я вышел в обычный зал, да? Да, ты через ту Абсолютно. дверь, которая изначально вообще никогда не открывалась. Да, это вот комната с роялем. Кирилл Орлов. И интересно, какие шансы, что Зельда превратится Изили снова эльфа в темного. Да, да, с этим это большие будут, вот у меня большие к этому вопросы. Опять же говорю, да, самый был бы, наверное, безболезненный вариант, если бы они реально взяли что-нибудь типа Виндвейкера, где как раз таки Зельда не девочка в беде, ну или типа Twilight Princess, где Зельда, опять же, тоже более-менее там какую-то функцию играет. Но, скорее всего, может получиться, конечно, что-то очень... То есть, с одной стороны, Nintendo, наверное, уж не даст так просто обращаться там. Да, кстати, Nintendo, во-первых, не даст. Во-вторых, там же культура отмены отменилась. Ну, я шучу всегда так. Ну, короче, там сейчас же обратно думают о нормальных съемках, а не о том, чтобы всем угодить. И в этом какой-то плюсик наклевывается. Типа они не сильно желают как раз-то эксклюзивности, инклюзивности и все остального вот это вот. Они думают о качестве. По чуть-чуть. Надеюсь, коснется Зельды. Да. По крайней мере, франшиза достойна, чтобы ее экранизировали. Даже, опять же, после всех вот там последних игр, как бы тут поле-то не паханое. Крутить-вертеть можно как хотите. Всю эту историю, если подходить к этому по уму, то это будет работать. В любом дизайне, там, в любом формате, с любыми врагами. Не вопрос. Так, а что тут пишут у нас еще? Бенджамин Эван Энсворт. Линк. А, ну вот. Так. Призраки усадьбы Блай. Пиноккио в диснеевском ремейке. Сериал такой-то, такой-то. Ну, не знаю, на Линка он 16 лет, классический образ. Ну, допустим. Боб Брагасон. Брагасон, не знаю. Ну, допустим. Тут, опять же, конечно, сравнение с... Опять же, идет от Twilight... от Breath of the Wild.
вряд ли, но допустим. Кирилл Орлов. Вы, кстати, Так, про в какую сейвы не дверь забывайте. заходить? Тут много дверей. Ну, я Сохранись, пожалуйста, да. сохранить. Спаси и сохрани. Короче, я не знаю, тут дверей много. Захожу в первую попавшуюся. Я умру в ней, уверен. Ну, опять же, 25 типов дверей. О, патрончики нашел. Аккумулятор. Где-то ж нам там нужен был аккумулятор. Да. Какой красивый аккумулятор. Это ладно. для босса патрончик, я понял. С этим понятно. С Тильдой разобрались. Верим в лучшее, готовимся к хреновому. Главное не Гарф. Главное не Хохланд. Самое главное. Тут как это. Не снимается Гоша Куценко, уже очень хороший фильм. Не снимается Хохланд, уже как минимум не ужасный фильм. Остальным посмотрим. Ой. Так. Кирилл Орлов. Стас, разгрузись. Разгрузка. Я бы с радостью, ну куда, бежать аж туда я не сильно хочу. Да, ну, опять же, чем особняк становится больше, тем, конечно, в нем сложнее ориентироваться, при условии, да, что мы не проходим это залпом, и маршрут начинает путаться. То есть, ну, какие-то помещения Кирилл я запомнил, Орлов. но все равно. Главное не Холланд и не Педро Паскаль. Это да. Но опять же, говорю, вот я недавно пересматривал «Гладиатора 2». Нет, не могу. Не могу. При всем уважении там, к Паскалю и все вот это, нет. Тот самый случай, когда все-таки он не играет персонажа, он играет себя, его так подбирают в этом плане, то вот несерьезно это абсолютно выглядит. Вот представьте, что его бы взяли играть бы Геннона, да, и его бы не разодели там соответствующе, да, там не покрасили ему хотя бы такой какие-то рыжеватые, сделали бы там волосы, бородку. Кирилл Вот Орлов. как был, так и Бежать остался. все равно придется, Стас, и лучше раньше, чем позже, меньше бежать. Ну, я скажу так, я посмотрел «Фантастическую четверку» новую. И у меня есть по поводу него мнение. Он нормально сыграл, но как будто бы все-таки, ну, хотелось бы видеть роли Красинского. Что-то тупанул сейчас. Вот. Как будто бы, ну, как бы, вот то, что его в «Иллюминатах» показали как-то сливно, мне это не... Ну, в этом, «Доктор Стрэндже» во втором. Вот. Мне сильно не понравилась эта история. А так, ну, он нормально сыграл, ну, как будто бы не... Ну, короче, не ажиотажно. Ну, видишь, опять же, даже в четверке его образ не поменяли. Абсолютно. То есть опять какой был, такой и остался. Ну, говорю, для меня вот главная всегда проблема, если я вижу актера подряд в нескольких фильмах, его образ реально не меняется ни от чего, и при этом это никак не обосновывает, то это плохой актер, которому, извините меня, насрать. Ну, это не просто. актер плохой. Это бессмыслица его брать. Такое время просто прошло. Это вот это, знаешь, они, по-моему, реактивно это делают. Ну, Шварценеггера и Сталлоне брали на фильмы вот эти вот. Там один боевик за другим, как будто это их сиквелы и приквелы. Хотя названия и режиссеры разные, и фильмы типа разные. Но они во все в них, там, «Универсальные солдаты», еще этого взять, который... Ван Дамм? Кто там был? Да. То есть они все одинаковые фильмы, ну, типа, про одно и то же. Даже Джеки Чан этим немного страдал, но типа не он страдал, Кирилл а Орлов. фильмы Стас, страдали беги из-за того, всей что фрум. каждый, ну, у него хотя бы, он там есть сюжетные линии разные, там интереснее, там «Доспехи Бога», еще что какой-нибудь фильм там взять, «Час пик», то есть чистая комедия, взять какой-нибудь внутренний, он там
как бы хоть как-то был сюжет разный. Хоть он везде дрался, везде был кем-то таким, типа необычный. Но это хоть как-то. Но все равно Джеки Чан в каждой фильме, ну, как бы он. Джеки Чан, грубо говоря. Это не сильно актер плох. Это плохо, что фильмы не стараются как-то обыграть это. Но вот с Джеки Чаном хотя бы как-то старались, чуть-чуть. Вот говорю, вот эти вот... вспомни Шварценеггер, он во всех фильмах почти всегда один и тот же. Хотя его старались в комедии пихнуть. Ну, там, видишь, от фильма Получилось зависит. Со Шварцем по-всякому было. То же самое с Холландом. Я уверен, что он в какие-то роли хорошо бы вошел. У него там была какая-то полувоенная роль, или военная. Прикольно, наверное, было посмотреть. Я не смотрел, да вот скажу сразу. Ты с Гарфилдом не путаешь? Ты с Гарфилдом Не, у Гарфилда тоже было. У Гарфилд, я объясню. Гарфилд вообще интересный персонаж. Он хорошо играет, он как раз-то редко играет разные роли. А вот Холланд, у него куча всякой фигни. И он был, по-моему, в каком-то армейском фильме. Ну, прогугли, пожалуйста. Кирилл Орлов. Тут, я не кстати, совсем недавно голословный вышла был. новая рыжая Я Соня. просто сейчас ложусь, или я потом прогублю. Я что-то с палки. Ну ладно. А, новая рыжая Соня я видел. Ну, анонс я видел. Был же Холланд в фильме военном? Ну, какой-то есть совсем же? по наклонной, ну, такой драматический фильм, непонятно, он здесь про войну, не про войну, основанный на одноименном каком-то там романе, «Станова американского медика Ника Уокера». Может, вот это, кстати. В одноклассницу, решает пойти учиться, отпущен в армию в качестве медика, чтобы избежать горечи расставания. Ну, вот, наверное, он, да, по наклонной. 21 год. Ну, это смотреть надо. Опять же. Что он Ну, там- вопросы просто, видишь, роль другая, уже как минимум даже не роль, персонаж же, актер один и тот же, просто помимо того, что роль другая, фильм другой, сюжетом. А когда их берут всех на один и тот же вот такой около экшен боевик или экшен там приключения, то они одинаковые. Вот Паскаль, он одинаковый. Потому что его берут, да, на роли одинаковые. Которых персонаж примерно сильный, важный, честный, там какой-то честный. Нечестный, там, справедливый. И все. И ты сидишь, смотришь, копипаст из другого фильма, просто перенарядили. Я просто не скажу, что я шарю, какой Паскаль по игре. Он ровный. Для меня. Ни плохо, ни хорошо. Мы тут столько, конечно, посвятили Кирилл Паскалю Орлов. времени. Кстати, все три паучка играли военных персонажей, и все любовные ей интересы паучков играли в фильмах про теннис. Вот такая судьба актеров, игравших паучков и из женщин. Ну да, кстати. Забавная такая тенденция. Кстати, про новую рыжую Соню я особо ничего не слышал. Она уже, оказывается, вышла. Боевик, приключения, меч и колдовство. Так, американский фильм. Одноименная героиня. Выпускавшийся Marvel Comics. Dynamite. А ничего, что как бы рыжая Соня вроде как не Marvel придумана вроде изначально. Она могла купить права или, я не знаю. Или она реально могла придумать еще, когда Марвелом прям не была. Ну вот, Кирилл Орлов. не знаю. Тумбачку открой. Тумбочка. Просто это же, видишь, она появлялась во вселенной Конана Варвара. Конана Варвара как бы придумал вообще как бы этот самый Говард. Роберт Говард. А вот кто придумал там Соню, это уже вопрос.
Тумбочку я понял. А, Я ее открыл. придумал Окей. так, сценарист фильма «Конан Разрушитель». То есть она появилась уже в киновселенной как бы Конана, которую вот со Шварцем снимали. То есть изначально этот персонаж не книжный. Кирилл Орлов. Вот так. Рыжая Соня — это персонаж комиксов Марвел. Нет, вот изначально она придумана в Конане Разрушителе. Изначально. Марвел тут вообще никаким боком. То есть это по-хорошему персонаж Universal. Это потом уже ее, можно сказать, как бы типснули в Марвел. А изначально, получается, персонаж вот именно придуманный в шварцевской франшизе Конана. То есть Варвар, Разрушитель и там Рыжая Соня. Как раз это вот все оттуда же. Эти нифига не оригиналы. Ну, допустим, ладно. Это уже какая-то Universal на эту тему распирается. Матильда Луц. Как, ну не знаю, что-то на Соню она вообще как-то не выглядит. Это, опять же, та же проблема, как в Last of Us 2, когда берут на роль Эбби такую достаточно субтильную девушку, Кирилл Орлов. которой Элли Стас, играть ты надо, выложишься. а не, блин, Эбби. И здесь берут такую девочку, которая вообще как бы вот, ну, в мелодрамах всяких играть, ее тут на роль Сони берут, которая вообще не смотрится. Когда-нибудь я выложусь. Я на полную выложусь. В смысле? Да я, в смысле, я же шмот не выложил в начале. Ну, я же не ты знал, про какой это? мне, да, мне там патроны не могу подобрать. Ну, я по уму поиграю. Пробую без бегания к сундуку большому. Ну, тут еще этот Роберт Шиен играет. Ох. Да. Такое себе. Ну, не знаю. Выглядит, по крайней мере, как-то эта Рыжая Соня несерьезно. Как это там на А вот деле? я тут что-то сейчас не смогу взять, и придется бежать к сундуку. Вот это поворот, эмо-диск. Что бы мы делали, играя за Криса, я уже вообще стесняюсь представить. Мы бы плакали. Кровавыми красными слезами, которым делу не поможешь. Музыка еще такая. Тынь-дынь-тынь-дынь-тынь-дынь-тынь-дынь. Как будто мы на Мегадрайве играем, я не знаю. Да. А, кстати, вот на что бы я Может, посмотрел... здесь, А? может, здесь будет ящик. Надейся. Сомнительно. Я бы вот на что посмотрел, если бы вот взяли вот такую же, вот какие-нибудь вот такого плана игры, типа Резика первого, ну вот старые игры вот времен там PlayStation, Saturn и прочего, которые вот с такими вот задниками рисованными, спрайтовыми. Прогнал бы это все через Кирилл нейросеть. Орлов. Кстати, Панк Винта, ты у нас вроде в технологии подкован. Модиск это что такой? Это типа переходная стадия между дискетами и CD-дисками или как? Ну, это Стаса, наверное, лучше спросить. Стас?
ну, опять же, со своей колокольни, я так понимаю, да, это что-то вот такое среднее между бульдогом и носорогом, потому что, опять же, флоппи диски там эти, как они там, 5.25, 3.5, до этого был там еще, по-моему, сколько он там, 7, по-моему, или что-то такое. То есть у нас было вот несколько итераций именно этих дискет, но они были все маленькие, там мегабайт, меньше, потом сколько там, 3,5, по-моему, была дискета, вот классическая уже, 3,5-чатая. А потом уже пошли диски АМО. Я никогда ему диски в глаза не видел, как-то не попадались. Потому что там вообще этих вариантов носителей до задницы. Потому что есть диски, есть просто вот классические флоппи диски. Есть их всякие вариации. Я уже сейчас названия все сейчас не помню. Как раз там у Apple и прочие были, которые были чуть больше объемом информации. Zip Drive был вот, вариант этих тоже дискет. Определенно. То есть это у меня даже есть эти zip-драйвовские дискеты. Есть привод zip-драйвовский, который уже USB-шный, который можно к компу подключить и прочее. А вот эмошки я в душе не знаю. Но из того, что тут пишут, у него 2,6 гигабайта есть такой. Есть. Возможно, меньше. Они еще разных размеров тоже были. 5.25, 3.5. 140 мегабайт. 230 мегабайт. Стас, Да. ты про emo-диски больше, наверное, меня знаешь. Нет. Ну ты Ну, ж я там, их изучал в универе, но я их не юзал. ну, ты ж там Ну, коллекционировал. не было у меня такого желания, хотения. У меня был какой-то один из дисков, какой я коллекционировал. У меня просто дискета, широкая дискета, а какой-то диск. У меня вот несколько было, чисто для истории. Я их на кафедре взял, с которой хотели это все выкинуть. И выкинули ящиками. Просто я для себя по одной взял, не знаю зачем, типа для памяти. И все. Потому что я не увлекался, я не попал на эту эпоху прям сильно. Как бы я попал в нее, но я проскочил ее, честно скажу. Мне сразу же купили комп, а после этого больше ничего не покупали. Я был типа понтовым, но это понторез был нужен как бы в семье и мне. И больше денег ни на что не хватило и не хватало. Все, я типа сказали, купили комп, сломается, с тебя 3 шкуры и сам чинишь, сам покупаешь новый. Я холил и лелеял его, кроме вирусов, конечно, с модами. Вот. И все. А так я уже железом, которое дискет не принимал, занимался. Вот. Так что, извините меня, я не сильный специалист в этом. Да и давно уже забылось. Я, сейчас вообще, грубо говоря, не с таким вот уровневым я даже не помню ничего. Честно. Типа, не моя основная стезя. И еще спросите, как платы отличаются, там, текстолиты, серверные эти, я замнусь. Потому что я уже в железо давно не лазил. Я недавно плеер раскручивал, испугался того, что я не понимаю, что в нем. Кирилл Орлов. Стас, тебе в лифт. Из того, что здесь вот можно почитать там на Википедиях и прочих, из того, как бы вот так вот разобраться, то есть это, по сути, формат, придуманный во многом для специализированных задач, в том числе, типа, для долговременного хранения. Типа, эти диски, на них информация пишется таким образом, что она довольно, надолго ее хватает. То есть, в принципе, это вот за счет корпуса, за счет вот этого формата хранения, за счет универсальности, что можно было там со всякими интерфейсами это все задействовать. Вроде бы как вот именно удобно. Там не корпус, там в основном конструкция сама диска с магнитом, похожая как будто бы на элементарный HDD-шник, без записи уздечки. Там тоже какая-то была магнитная шайба какая-то, кусок, что-то там. Вот.
Ну, это все, что я помню. Я его разламывал. Ну, как бы... И было интересно. Что еще могу сказать? Но это вот такая, как бы, эксперимент, но именно, что это такой специализированный в долговременной перспективе оказался просто не нужен. То есть он вымер именно по естественным причинам, что в быту закрепились у нас сначала кассеты, потом дискеты, потом диски. Все как бы. И диски уже обыкновенные, жесткие. А такой формат потерял свою необходимость. Ну да, вот имел под собой определенные плюшки. Но опять же, как все эти zip-драйвы и прочее, все это опять же еще имело проблемы, что это не было единым каким-то стандартом. Как это вот бывало там, допустим, с Blu-ray и там этим самым и HD, DVD. Или там VHS и Betacam. То же самое. Вот так вот получалось, что две компании там параллельно разработали два стандарта. Один из них выживал, другой в конце концов. Ну, как бы выживал лучше или, по крайней мере, коммерчески выгодный. Здесь же это немножко, да, другого плана ягода получается. Ну, просто именно которая в моменте кому надо пригодилась, как технология. Но поддерживать ее не было просто уже смысла. Это как сейчас есть много же, ну, это нам известны всякие NVMe, там, SSD, ля-ля, тополя. А есть же еще железо, схожее по типу, ну, то есть, ну, корень-то тоже это, ну, плата SSD-шная с чипами. Но она есть для серверов. Она немного другая, у нее там другая маркировка. Она не SSD, а там что-то еще добавляется, полбуквы или там какой-то номер. Ну, то есть, потому что она просто в комп ее не покупают. Бессмысленно, или она специализирована. И вот таких вот разветвлений даже сейчас есть много. Кирилл Зачем Орлов. сюда полез? Вторая Где-то дверь ящик слева. надо искать. Вторая дверь слева. Сейчас. Это право. Или вот это, да, наверное. Право-лево путаем. Так. Выглядит как я разворачиваюсь. Знаете, что я сделаю? Первый раз за долгое время. Карта! Я Мы сделал тут, а нам еще куда? одну вещь. Где ящик? Под лестницей это какой? Ладно, попробую в эту дверь зайти. Что повыходило вообще? Хищник, миссия Сирис. Суси. Колония космическая. Последний Атлант. Мастер, заклятие 4. Миссия невыполнима очередная. Финальная расплата. Голый пистолет же новый вышел. Да. С лямкой Ниссомом. Дракула. Аличи проезд. Эй, оу, are you? Где? Да, кстати, давай ты найдешь комнату. Alice Найди Project. комнату. Hey. Кирилл I'm Орлов. fine. Панк Винта, How ты are не you? хочешь поиграть? Так, чего ты говоришь? Борь, бери управление, ищи комнату с ящиком. Бери ящики. Берешь ящики, получаешь ящики. Что непонятно? Понимаешь, вот тебе же говорят, в Твери эта дверь была. Что сложного-то? Я зашел в дверь, а Кирилл там Орлов. дверь. Стас, это дверь была? Так, подожди, здесь мы уже раз были миллион. Помогите. Не понял. Так, блядь, никуда. Ты на лифтом воспользовался, нет?
Да, уже, да, я из него вышел специально, все, тут не заработает он, не работает. Может, там надо куда-то поставить этот штуку, но, скорее всего, не здесь его надо. Потому что этого он не едет этажа. На кухне ты Не, всё куда взял? ты? Не, сюда не надо, Кирилл не Орлов. возвращайся. Фан Ты Твинта, вернешься назад в ты эту правильно хрень, шел. где у нас нет ящика, которым у нас переполнено все. Там нужен ящик. Берем ящики, Кирилл кладем говорит, ты ящики. правильно шел. До этого. Ну, когда Нам не в старые пошел. коридоры или в новые коридоры? Просто я что-то не пойму. Там нам в этот коридор не надо. Это у нас самое начало. Нам же не вот сюда же, не в комнату. Или в эти комнаты. Здесь мы, по-моему, уже все 10 раз взяли. Тут на нас там зомбак выпрыгивал. Нам вот в этом зеленом коридоре надо что-то? Или не в зеленом? Здесь точно нам нечего ловить. Так. I don't get it. What Знал бы, я бы тебе помог. Так, ну, тигра мы уже взяли. Какая-то... Кирилл Орлов. Зеленый коридор, последняя дверь слева. $5,000 in that hell house. Так, то есть левая. Вот эта дверь последняя с этим дендрарием долбаным. Какая тут еще? Это в общий коридор. Вот это Зеленый это- коридор, последняя дверь слева. Ну, та справа. Блин, ну здесь мы тоже были. Значит, нам не сюда. Значит, все-таки... Я понимаю, что мы смотримся как придурки. Ну, последняя... Ну, подожди, слева это общий Без коридор. дно, Борь. Борь, без дно. Судя по тому, как я не мог найти, потом То есть, дал если нам тебе. обратно, нам на выход, то есть, опять же, вот в эти старые коридоры, я так понимаю. Ну, должен быть зеленый коридор. Вот он, зеленый коридор. Ну, зеленый коридор, но опять же, здесь мы Последняя были, дверь слева. там, со шлемом мы уже достали. Ну, если мы, собственно, это все ради того, чтобы было сюда попасть, ну, так бы и сказали. Я не знаю, о чем речь-то вообще. То надо куда-то, куда... Последняя- Непонятно. Ой, так. Травы. Блин, револьверы, пистолеты. Так. Смотри, траву одну убираешь, пистолет убираешь. А нет, пистолет оставляешь. Наверное, оставляешь. Потому что там патроны на него внизу есть. А у нас патронов 2 на дробовик, и там есть для револьвера еще. Хотя нет, убирай дробовик к фигам. Их всего 2 патрона. Бери патроны на магмум. Ты куда? Ты магнум оставь, что ты творишь? Нам дробовик 2 патрона, мы без патронов. Кирилл вообще, ноль. Орлов. Магнум выкинь. Какой магнум? Кирилл, я тут не соглашусь. Когда у нас 2 патрона, нам нужно оружие. Любой враг, и мы кряк, как говорится. Так, где там нам что собрать надо было? Самый низ, к лифту иди, где был кухня. Аличи проезд. Туги мансиона ася плачет рунь. This mansion is awful. We need arrow. We don't understand.
Кирилл Орлов, тебе в библиотеку. Это как-то... Так, это куда? А, это в Ты нашел? Я тут все оббежал, ничего нету. Сейчас. Я уже понял, что не сюда, потому что мы снова добежали до Кирилл Орлов, не сюда. Дай я тебя. грейвьярда. Вот сюда заходи. Пошел. Вон тут, да. Да. По-моему, зайди сюда. Нет, не сюда. Все верно ты шел, все, извиняюсь. Тут все собрали. Всё. Да. Да, уже проверим. Там про тумбочку разговор был. Или это не здесь? Кирилл Орлов, на лифт? Да, на лифт надо. Нам на лифт не надо. Нужно магнум собрать, по-моему. Патроны. И диск. Траву можешь, если хочешь, взять. We use elevator, Кирилл Орлов, синие двери. you know. Так, синий верень. Блин, реклама И правда. становится дорого. Нам нужно больше дверей. Не. Как, знаешь, не, здесь закрыто. Иди назад. Так. Да, там ничего нет. Там тупик. Алис Прожект правильно сказал, The Huge Mansion. Да. Типа гигантский особняк, который мы зачем-то просто пробегаем бесконечно. У нее на ноги уже упражнения давно сделаны. Зачем мы тут ходим? Подожди, так а что в итоге-то? Все, здесь больше Теперь ничего нет. не сюда, не сюда. Вот заходи за лифт, да, вот сюда. Вот трава. Ага. Ну, в Синяя дверь, аллилуйя. Там трава была. Ну ладно. Ты пропустил траву. Ну ладно. В том этом, да. А. Я бы сказал, какая Да, это я трава. понял. Трынь трава. Гринграсс, блин. Назад. Да куда? Назад. Подожди, назад. Дай я посмотрю, все. Табуретка. Назад. В тумбочку зайди. Я из нее не брал, потому что места не было ничего. Всё. Патрончики. Соедини траву пока что, потому что ты не возьмешь потом дискету. И зачем ты оставил дробовик, расскажи мне. Потому что почему? Потому что надо. Вот сейчас ты... Да, а теперь смотри, ты вот здесь возьмешь дискету. Или что? Нет, не куда? Кирилл Нет. Орлов, забирай мой диск патроны и беги на сейф-рум. Пэм скажу, куда дальше. Так он не возьмет патроны. Он не сможет для пистолета патроны взять. Потому что он... Ну... Не, вот прямо сейчас ты сможешь. Вот зайди в тумбочку, да, возьми патроны, соедини. Но потом ты ничего взять не сможешь. Самое смешное. Слушай, ты мне дал управление? Я дал и сказал, что можно, пожалуйста, без дробовика. Так, подожди, эмодиск у нас не в этой На комнате. столе ничего не подбирай. Там Там инк, лента, вот я это. знаю. А где ему диск? Так, иди, там черная дверь теперь, в черную дверь. В которую ты хотел вначале пойти. Да. Аличи проезд. Илалуайс Рунстад и Resident Evil. Не. Alice Project, yes. I think Jill like run. All your life. Run, Jill, run.
And all apart Resident Evil. Добрал, да? Угу. Так, а что-то еще? Тут кнопка какая-то, это нажимал? Теперь в лифт. Да, ну это вот этот цвет, светомузыка. Run, Jill, run. Так, что тут На еще? сейф рум беги, а где сейф рум, я не знаю. На тот, который в особняке? Кирилл. I don't know where А, save room. Кирилл Орлов. I Один don't есть, еще know два осталось. Where I not get it. I don't understand. I wanna home. Спустя 60 минут мы взяли один диск из 3. Ну, идем по графику, вообще прям во все щели. Jill Olympic Champions. Вот. Во все щели олимпийская чемпионка по бегу, я не знаю, там, на 1000-метровую дистанцию. Ой, ё-моё, играть в старье. Как клеилось? Номерчик. Да, бэктрекинг, блин, такой бэктрекинг. Куда там нам надо было? Где там нужная дверь? Нужная дверь для эвакуации в Тверь. Ой, не та комната. Уф. Кирилл Купил Орлов. the- К сейфруме возьми аккумулятор, гранатомет с разрывными гранатами и ручку. И беги на улицу. А, то есть у нас... Босс! Да, нам нужно, да, гранатомет, я думаю. Выкинь, вообще, дробовик нам не нужен в этой жизни. С 2 патронами. Это на 2 зомбаков или иногда даже на 1. Диск, пультон. Так, нам, видишь, тут надо что? Гранатомет. Возьми аккумулятор. Выкинь гранатомет. пистолет, оставь магнум и гранатомет. Ну, если мы с боссом деремся, пистолет нам вообще не поможет в этой жизни. Мы все патроны выстреляем, потом даже на зомбаков каких-то не Подожди, хватит. где он? А, Одну, думаю, да, траву нафиг. А ты думаешь, мы вообще справимся без этого, без магнума, да? ну как тебе сказать? Давай Просто нож. я босса я не знаю, что там за босс. Нам хилки нужны. Нужны. Так, вот это, подожди, правда, не подожди, у нас хилка вот это. Вот это, по-моему, что у нас там, противоядие, по-моему. Уже запутался, какая Ну, хилка. это Кирилл Орлов. противоядие Нет у нас зеленое, конторы, потом а противоядие гранатомет это зеленое. единственное, что осталось, и- а магнум нам еще пригодится в аварии. Ну, короче, 2 зеленых. Вот это 2 зеленых и противоядия. Там одно противоядие, одна зеленая, и наверху все намешано. Ну это хилка или нет? То это хилки, это не папирус, и не это. Мы сигареты из них папироски делать не будем. А закурить очень бы хотелось. Не рекламируем ни в коем случае. Да. Мы осуждаем, но в данном случае приходится. Приходится осуждать или приходится из контекста. Приходится непонятно. осуждать, хотите осуждать и все остальное прочее. Кирилл Орлов. Оставь один свободный слот and всякий. Было бы что оставить. Потому что если босс, там трава. Если уж понадобится, ну, трава пойдет в расход. Куда идти? А, на улицу. Ошибитесь. Go away. Да
Take her away. Кирилл Орлов. Сейф. No. Only hardcore. One shot, one death. Что это у вас тут происходит? Вот так должен быть мем выглядеть. Да, сохранись. Эм, Ну все, Аличи Боря, не проедет. выходи из It комнаты. is better to have a lot of weapons than nothing. logical. But we have a problem. Zero bullet in shotgun. Так, подожди, а что нас сюда не пущает? Слишком опасно выходить. Или не через эту дверь, а через какую-нибудь другую дверь. Нас не пушат. Выходов там на улицу было много. А какая нам улица-то нужна? Тогда. Это кажется, нам надо было... в другой корпус здания. Рукой-то в какой? Ну не сюда, нет, ну куда ты? Кирилл Орлов. В другой корпус здания, один этаж. Открой карту там, может быть. Монский был. Кирилл Орлов. До Там в конца. левый корпус, да, наверное. Там сейчас, наверное, налево или налево. Просто через какое крыло-то выходить? А то я вот, ну, реально запутался. Какой там нам надо? Давай я похожу. А, стой, ну Мне это стоять сказано пункт. правильно Кирилл пошел. Орлов. Пан Квинта правильно пошел. Правильно ты пошел туда, что ли? Не, ну там есть сквозной выход, я помню, но типа, чё к чему и почему. Волк идет в баню. Да Айда! ты в прошлый раз так же пробежал. А мы мимо проходим сейчас той комнаты, где сейф, да? Нет? Я бы просто выкинул дробовик. Нахер. Сколько он там? Ай, сохранил. Ну ладно. Не драматично поцарапал. Сюда. Лист опущен. Да. Это нельзя использовать. Да, не сюда. Кирилл Орлов. Тебе к водопаду, вставляешь аккумулятор, поднимаешься на лифте, Водопаду. крутишь ручку, выкладываешь ручку, спускаешься на лифте, идешь в катакомбы. Я все еще буду, я буду весь стрим страдать тем, что ты какой дробовик. Змей. I hate snakes in the plane. Где там лопатка? А, вот это. Иди назад, вон там, видишь, там Водопаду что-то впереди. Там. вставляешь, вот. Кирилл Орлов. Это уже прет финальный этап пошел.
Во. Бульбулятор отсутствует. Вставляем бульбулятор. Поднимаешься на лифт. Меняешь оружие. Или ты уже поменял? Я, кстати, зря прочитал, извиняюсь. Я понял, он похож на дробовик, но ты же сменил на этот гранатомет, да? Подожди, так, Но ты магнум не взял. Не-не-не, все правильно. так я вернулся обратно. Тебе, смотри, иди туда, с той стороны зайди, наверное. Как бы аккумулятор я воткнул, Тебе нужно в итоге это- просто я вышел сюда. Тебе нужно водичку запустить обратно. Подкрутить. Не иди обратно, тут ты не вылезешь. Всё. Оттуда. Я Пойдем, тут пойдешь я обратно, не ориентир, я просто спустишься. путаюсь тут в этих дверях. Тут не 5 типов дверей, как в терминации. Тут, блин, черти что из двух баньки. Закрыли фьюз. И чё? Допустим. Подняли уровень воды опять. Идем, да, туда. А выкладывать это идти опять в особняк Кирилл туда? Орлов. Выкладываешь ручку, спускаешься на лифте, идешь в катакомбы. Борь, надо выложить ручку. Так, вот эти нюансы, условно, учитывая, что там этот чертов охотник стоит, которого бежать... Ты не разорви тут себя и... То есть ну, его промансить будет, конечно, очень тяжело. Чтобы эта зараза не это самое. Кирилл Орлов. Да На пофиг на входе один в урон, особняк главное, белая чтобы он нас дверь. больше не А, ударил. я сохранился. Ай, господи. Твою дивизию. Ну, хорош. Играй дальше, пока ты заново не сохранишься. Еще только СП включил. Картинами нам не надо. Наши любимые. Сколько у нас ХП? Терпимо. А что у нас эту ручку не... ну ручку-то не забрали, потому что если нам мы что-то передумали. Магнум. Нам нужен магнум. И зеленую траву. Полечись. Просто ее возьми. Выйди. Вот дал, кстати, Правый. этот магнум. Ну, вот еще один появится такой, будет мешать проходить. Мы что, будем 50 лет оббегать? А с гранатомета быстрее мы оба отлетим. Просто нам слот, наверное, понадобится. Нет? Я думаю, отстрелить патроны от магнума не составит труда. Тем более, ну, в босса можно магнум часть отлететь. Кирилл Орлов. Спускаешься на лифте, идешь в катакомбы. Кстати, в катакомбах не будет ящиков, только в конце катакомб. Это что нам с собой? ЭМО-диск тащить, что ли? Или потом... Или рано? Потому что я уже, ну... Кирилл Орлов. Хантор из гранатомета либо ваншотятся, а либо 2 снаряда.
Сохранись перед тем, как... Кирилл Орлов. Модиск еще рано. Рано еще с диском. О, он промазал. Нормально он затроил. А просто мы такие оказались раньше его в нужном месте. Подожди, не туда, назад. А, на лифте. Да. А тут, блин, без пол-литра хрен разберешься. Это вот реально Я согласен. в резик я играть вот водички с большими перерывами просто смертельно опасно. Потому что это вот мы сейчас играем с большими перерывами, и чё? Какая катастрофа какая-то. Потому что вот, ну, реально Я бы забываешь. даже если бы без перерыва играл, я бы запутался в этом дверестроении. Ну, и так я понимаю, вот сюда, да? Ага. Да. Пересчитываем зубами каждую ступеньку. Ёп. А, ну сейчас будет этот самый из Браво. Кирилл Орлов. В катакомбах, кстати, тоже будет босс, но он очень слабый. Oh, Hey! Jill, what good timing. A moment ago I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and we can't see very well. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Oh, yes, please. Так он умрет. Nervous. I understand. It may Разве? be more dangerous if you come behind me. Ну, если там босс, догадываешься, что с ним будет. Это мы такие крутые, всех побеждаем. Ну, мы сохранились, поэтому если что, Берри мы спасем. Barry? Ему уже Прошло и полминуты. так быстро. Уже все. Кирилл Орлов. Черный тигр босса зовут. Okay, let's go. Okay, then I'm gonna cover you. Let's hurry. И все, и ради этого был весь спич, чтобы он в итоге на шару завалил одного чувачка и на этом... Ну, он нам сэкономил патронов, ладно, я... Хорошо, что они добавились. Так. Ну, там есть, по-моему, хилка. Да. Класс. Ну, взять некуда. Так, кстати, надо еще гранатомет зарядить. А, ну только я не знаю, чем он заряжен. Электрогенератор больше не работает. Ладно, хилку оставь, я думаю, вы вернетесь к хилке, если что, подхиляешься просто. Ну, черный тигр это интересно, он расово верный. Он политкорректный. Он назад пришел, нет? А, Lost courage already? It's что такое? Чеп. Кирилл Орлов. Разрывные заряжены. Да Иисусе Христец. Уф. Куда мне нафиг идти? В трех коридорах заблудился. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive. Wait there. Are you with anybody, Jill? What? Oh, yes. Enrico. So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? Ох уж эти голоса, ох уж The эти. stars are doomed. Энрико, right, Someone is a Энрико. traitor. Лучшие диалоги. Да она не может любить меня!
Да она любит. Нет. О, no! Fuck it. И опять же, как вот его убили? Полтайский Учитывая, что он сидит где-то сбоку от стены. пистолет нужно, там патроны. Ладно, он сам лутается. И такой, так, рарная шмотка. Подождите, что за приколы? Кирилл Орлов, Энрико, командир отряда «Браво», подразделение «Старс». То есть его еще не из пистолета Ладно, это убили, не- а из ручки. Спасибо, блин, большое. Которую мы только что выложили такую же ручку, чтобы опять нам подсунули еще одну. Ёб твою. Стоп, игра. Я уже забыл, как целиться. А вот время Магнума. Вот целится. Я не на ту кнопку жал. Ага, тут появилось-то вас сколько? А куда бежать-то? То есть, как бы... Куда мне идти-то? Тут что-то везде этих засранцев появилось. Время-то Магнума, но с другой стороны, куда нам надо-то? Если нам проще от них свалить, так что с ними стреляться-то? Все равно придется, я полагаю. Ты ну, если туда не надо, в этот коридор. Это в этот коридор не надо, так Да зачем? пристрели уже. Туда как бы, ну, по идее-то, наверное, надо, потому что вот этот вот генератор там, то есть и 8, ну или там, не знаю, Крису этот генератор нужен. Куда нужно нам? Потому что, ну, мы его убили, с него ничего не подняли. Понятно, этот тут так стоит, что хер это самое. Все? Сила Магнума. Да и не верю в Магнум. Кирилл Орлов, Панк Винта Иди освобождает 2 слота. Опять бежать через полздания, опять за этими самыми, что ли? Да ну это... Тем более, а что мы освободить-то можем? Что у нас вообще занято-то? Да не освобождай, Боль. Один слот ты освободишь, 2 слота ты освободишь. Не надо. Короче, смотри, Боль. Иди, постреляй всех крокозябр. У тебя освободится 4 патрона Магнума, ты вставишь эти патроны вовнутрь и отхиляешься, потому что ты получишь урон явно. И все, у тебя 2 слота свободных, не иди никуда. Ты все равно будешь получать урон, когда мимо них бежать будешь. Куда нам надо-то? смысле? Если, говорю, если нам туда не надо, например, так нахрена их убивать-то? Не, Магнум нужен, я Кирилл завещаю, он Орлов, нас я же спасет. говорил, не бери Магнум. Иди постреляй в этих... Во всех, кто там Нет, есть. понимаешь, один говорит, Магнум был не нужен, другой говорит, блин, потрать весь Магнум за каким-то хреном. Ну, смотри, а чё... Ладно, Кирилл, походу, твое мнение важнее. Нет, понимаешь, он-то играл, он хотя бы знает, что делать-то, понимаешь? Мы два придурка, которые вообще не выкупаем, куда идти и что делать. То есть вот куда вот Я сейчас? понимаю, но ты сейчас... вот можно легче эту математику сделать. Ты эти травы хранить не будешь, ты так или иначе их съешь, тем более уже мимо опять этих 2 каких-то пробежишь, тебе прохиляться надо будет. Один тебя до 100% ударит. Просто То есть мне ты надо понимать, без что мы урона делаем дальше. побежать То есть не нам сможешь. тот коридор, туда вниз прыгать надо, вот где этот там челик бегает. Или куда, или чё. Нам по низу надо, я полагаю. Что-то там где-то достать, кручкой крутануть бегуде и все. Ладно, иди.
Как хочешь. Потом, когда тебе надо будет прям стрелять по ним, будешь из гранатомета лупить. Гранатомет у нас до жопы. Потому что как бы просто надо гранатомет, надо. Ну хорошо, можно там кислотные снаряды выложить, допустим. Ты 5 патронов в этих вот землеводных, ты потратишь 100%. Ты сейчас опять в одного врежешься и Кирилл урон Орлов, получишь. тебе надо взять в катакомбах, найти модиск, взять ту ручку края лежит возле Энрика, и найти вторую медалюк. Да пострелял бы ты их уже из Багдуба всех. Но Вот этого не сейчас надо, ему он- придется пострелять, потому что он так стоит теперь, что вообще не без вариантов. Он еще жив? Нет. Нет. Просто вот это вот беготня туда-сюда, конечно, это вот... Ты мог пострелять всех там, всех 4, там 3. Потом зарядить этот барабан, патрон, у тебя 1 слот освобождается, отхилиться, потому что ты, скорее всего, 1 урон за всех 3 получил бы. И все, и у тебя 2 слота свободно. Вопросы? Расскажи мне. А хилку ты зачем? А, ну там есть хилка, кстати, ладно. Тут вопросов меньше. Но патроны мы отстреляем, хилку мы юзнем. У нас слотов будет, да поп. Кирилл Орлов, кстати, вроде в катакомбах Ханторы в некоторых комнатах респавнится. Хантеры еще респаунятся. Вот не зря же я сказал, что нужен Магнум. Нет, ну видишь, опять же, где-то спаунится, где-то не спаунится. Но опять же, где от него можно свалить, что его стрелять-то? Опять же, мы играем, блин, в резик. В этих играх это Я понимаю, стандартная штука. Валить То же налево-направо самое. бессмыслица. Тот же самый аргумент. Мы играем в резик. Нам вот этот бегать к ящику, лучше отстрелить все и по дороге где-нибудь найти еще патрон. То мы до конца игры эти патроны в ящике хранить будем. Ну это классика. Понимаешь, одно дело, когда ты знаешь, куда тебе там... Аккуратно. Оу, 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 оу. Ага, тут, блин, печатная машинка стоит. Прикольно. Так. Угольное отверстие. Здесь обрыв. Я его не перепрыгну. Ага. А нам нужно вот медальку, как нам сказал Кирилл. Для шестиугольного отверстия. Ну иди, что, пробегай их или простреливай. Думай, что хочешь. Доволен? Я не просто доволен, я впечатлен. Ты решил воспользоваться моим советом. Вот видишь, как все хорошо с Магнумом-то. Сохранись. Оп, ХП он не так. Кирилл Орлов, а кстати интересный факт, Ханторы в Р1 все самки. Какая нахрен разница? Хилку забери. Да я возьму и просто пытаюсь понять. А дальше-то что? Ну хорошо, я их всех кончил. Дальше что? Сейчас надо найти комнату, в которую мы не заходили. Найти какую-нибудь, я уверен. Там вроде везде были, по крайней мере, учитывая, что я там
круг почета Я, совершил. я уверен, мы... Она какая-то тут закольцованная. Ну да, вот. Как бы отсюда мы зашли. Вот этот, как бы, коридорчик. Вот сюда мы, оп. Оп. Подожди. И вот тут этот сидит. Чилит. Или уже никто не чилит. А, парень уже свинтил. О, патроны. Да бери. Нам Да. тогда опять надо бежать. Ну, Патронов. хотя да. А, Кирилл Орлов. Там, где обрыв, примени ручку. логично. Хорошо, что не ножку. Господи, этого казино. Не, я бы посмотрел, как бы искусственный интеллект это все бы поапскейлил, в какую бы веселую мешанину из черти чего это все превратилось. Когда искусственный интеллект бы не понимал, на что он смотрит. Нормально. Вот это движняк. Ее ничего не смущает. Вот такая крутим, 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 крутим. Хорош она. Кирилл Орлов. А ты представь, если там механизм Диабло еще катакомбы не силовой, такие ты запутанные. она прикинь, сколько силища, чтобы она так сделала. Ага. Ой, 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 не надо, ой, не хочу. Кирилл Орлов. Астецкие технологии. Ран, Боря, ран. Ран, Вася, ран! Ну, это не Resident Evil 4, где тебе надо убегать от булыжника, и при этом у тебя еще кнопки не горят нужные. Ту-ду-ду-ту, ту-ду-ду, ту-ду-ду-ту, ту-ду-ду-ту-ту. Хантер. Плохой хантер. Вот она, сила магнума. I wanna see you cry, bitch. Oh. Зажигательный. Зажигай. И чё теперь? Сейчас, походу, там респаунулись некоторые хантеры. Нет, мне просто интересно, булыжник-то дорогу загородил. Он пробил дорогу. Ну да, в дырку надо идти. Но с этого ракурса это, конечно, вот, ну, выглядит прям прекрасно. Так смотришь, как будто все, дороги нет. Я бы, знаешь, маленький бы, наверное, бы точно такой, типа, и куда мне теперь? Пауки! Кирилл Это Орлов. тот самый Сейф. босс-паук. Босс-паук. Босс-паук! Босс-паук! Сейчас Базулин такой, вашу мамашу. Промашка. Город промашка. О, нормальный взрыв. И чё еще? Ай, господи, нет, нет, Надо нет, нет, отшириться, нет! Надо отшириться. Да, тут без яда есть эта штука. Ух. Ты перезагрузился? Да, Зачем? хочу. Мне этот босс сейчас всех хуев в защиту получит.
Кирилл Орлов. На бочке нож паутину срезать. Так лучше. О, так гораздо лучше. Блин, с паучками это просто паскудство. На бочке нож паутину срезать. Там кто-то в ящике. Там Так. кто-то в ящике светанул. Просто проблема в том, что нам сейчас до ножом идти нож мы не взяли. Зачем нам за ножом? А, он тут есть. Слава богу. А типа оборвать эту дверь нельзя было или паутина только ножом? Мощная паутина. Угу. На. Страшно. Что делать? Куда идти? Ну, это боссом, да, назвать очень сложно. Конечно, если его убивать с дробовика или там с пистолета, это, наверное, вообще было бы долго. Сказать, сколько в нее? 4, да, по-моему, надо залпа. Ну, 3 в прошлый раз вроде бы, или 4, да. Ну, и надо было, кстати, наверное, ее не раз... А, ну, она же заряжена уже была, блин. Просто разрывных-то много, а зажигательных мало. И проще было тогда зажигательными растыркать. Стой! Стой, нет! Кирилл Всё. Орлов. Направо сейфрум. Там, наверное, надо повернуть эту херобору, чтобы этот упал туда. То есть он, наверное, Камень. покатится, и чтобы тогда он свалился вниз туда. Я правильно понимаю? Давай пробовать. Пробуй. Все. А, нет, не все. Еще хитрецы такие. Так. Теперь беги в ту сторону, наверное, ну вот, до конца. По всем правилам жанра он должен покатиться, а раз тут есть эта платформа, значит он должен... Катился, что ли? Мы этот лифт знаем или нет? Не знаю, нет. Мы и так заходили. Давай узнаем. Кирилл Орлов. На чтобы дырка была или справа, или слева. Там будет загадка. Вот так вот. То есть мы сами себя перехитрили. Я чуть не понял. Так, а что у нас еще выходило? Карате пацан легенды. Опять. Я не могу. Ну там как бы два карате пацана, которые, ну по сути, это, ну короче, решили И был очередной фильм с Сашкой, я всех сыграл Петровым, да господи. Уберите его от кинематографа. Кирилл Орлов. Вернись назад. Комната после босса. В углу сейфрум будет. Счастливчик Гилмор 2. Господи. Сэндлер решил вспомнить и это кино. Уф.
Skyline, Экзорцист. Очередной бериумского периода. Королевы сокровища гномов. Фу! Никто 2. Я вернулся. Извиняюсь, мне что-то сеть залагала. Меня слышно? Ж? Да. Я понял, что. Возможно, это другое место. И надо, знаешь, с той стороны, где там вот это вот прилетел камень предыдущий. Блять. Извините за выражение. Никто не ожидает миллион змей. И цвета такого, которого я бы не переварил. О, вот она, долгожданная. Ну это ладно. Сейф комната. Или я понял, что нужно? Я понял, что нужно будет. Сейчас все сделаем. Короче, Потом оставляем выкинем нож, просто. зажигалку, да, и идем на босса раз на раз. На тирана с Моя ножом. любимая. Точнее, нет, не так. Если ты переходишь на финальную битву с ножом, то вместо тирана Краузер. Карате пацан 6,3. Ну, что-то как-то не очень. Нам нож не нужен, да? Не знаю. Вот так возьму. Я просто, знаешь, что думаю? Надо будет... Я сейчас тут залутаюсь, Кирилл пока Орлов, тыр-пыр. пэм туда, где камень, круть ручку, И убегать от камня. надо будет уже сохраняться и, думаю, потихоньку заканчивать. Я попробую кое-какую идею с камнем. Если не получится, то... А нельзя, они поштучно только идут. Ну, что я могу сказать, технологии все-таки этих свечей ВК худо-бедно работают. В принципе, Ну, уже хотя бы что-то. Возможно, надо немножко все-таки аппетиты снизить. Постабильнее работать. Потому что я тоже все-таки заметил там пару раз, туда протраивал видеоряд. Ну, в принципе, Кирилл хотя бы Орлов, оно не жует Стас, ты мозг. что уже заканчивать хочешь? ну этот микроменеджмент, конечно, я до сих пор буду ненавидеть. Так, а Кирилл куда нам Орлов, мне сейчас давай хоть бежать? катакомбы Что закончим. самый главный вопрос. А я не знал, что Columbia Pictures уже давным-давно с потрохами купила Sony. Я как-то не в курсе был. А? Я не в курсе сам.
Вот оказывается, что вот компания-то сама в 24 года, но уже входит в состав Sony Picture Motion Picture Group. Sony Pictures Motion Picture Group. Прикольно. Масло масляное. Подразделение Sony Picture Entertainment. Одной из студий Большой Пятерки и дочерней компании транснационального конгломерата Sony. Круто. А мы камень этот двигать не можем, да? Но этот укатился, все, он стоит. Это не знаю, тот же самый или другой Может, камень. я просто думал, это этот же камень. Кирилл Орлов. Не туда. А может, его взорвать нужно? Да нет. Ну, он же там объяснял, что надо повернуть эту не вниз, как мы эту платформу повернули, а в бок куда-то. Или влево, или вправо. А, я понял. Не, ну то, что Колумбия уже давным-давно с потрохами. Sony уже скоро как Гуглу будет принадлежать полмира, блин. Офигеть. И учитывая, что старейшая кинокомпания Америки принадлежит Японии, это вообще, конечно, может запал. Я, походу, не туда, да, пошел. Ладно. А, нет, туда, все. Я попробую повернуть. Если не получится, то увидим в следующей серии. Кирилл Орлов. А Колумбия разве не принадлежит Sony со времен Паучка Тоби Магуайра? Ну, я вот эти подробности не изучал особо никогда, поэтому сказать не могу. Может быть, и тут написано, что вот это вот Sony Pictures Motion Picture Group 98 год. В принципе, может быть. Как дело там пред, как собака и порылась. Ну, не могу сказать. Ой, блядь, Что ты творишь? я все сломал. Нажимай Quick Save, чтобы, если что. Так, подожди, а что я нажал? Главное сохранить. Не страшно. Ой, блядь. Что ты сделал? Я сломал все окончательно. Ну, значит, пришло время завершать стрим. Так, ну ты же сохранялся. Кирилл Орлов. Черный экран. Ну, я сохранился, да, в этом самом. В самой этой игре все хорошо. Че, в стриме все упало? Мне все упало, да? Короче, я думаю закругляться, потому что мне сейчас опять бегать туда-сюда. Это будет ровно под время. Но при этом еще, да, забавно, что ОБС-ка еще такая потеряла связь. А, вот она, расчухалась. Расчухалась связь с реальностью. Сохранялся я в... Подожди, а в какой момент я нажимал сейф? Я не помню. Ты босса? Чего я там нажимал? Ну ладно, не суть. Главное, что ты... А, ну вот, ты сохранялся как раз. Вот, видимо, где-то, да. Перед этим. Кирилл Орлов. Да, я Панк видел, сохранился что ты в нажал. комнате, из нее можно выйти. Я хотел, блин, про паучка прогуглить. Опять нажал не там. Опять начал нажимать, блин, на клавиатуре вместо того, чтобы нажимать на ноутбуке. Получилось то, что получилось. Шляпа получилась. Так, ну тогда ты пока сам попроходи чуть-чуть. Давай тогда уже будем сворачиваться. Все равно раз. 2 часа мы все равно оттарабанили. Вот. Я нажал много всякого разного, каюсь, виноват и все прочее. Просто раз у нас сегодня так получилось, тем более мне надо еще сейчас по-хорошему выловить нашего человека.
одного замечательного. Потому что я видел, что он вроде был в сети. Да, поэтому сейчас надо его пойти попытать нам с тобой вместе. Пока Мгм. есть время. И потом уже продолжим. Ну, если повезет. Я так понимаю, учитывая, что мы продвинулись, я бы сказал, еле-еле, и вот этот вот бэктрекинг, Кирилл Орлов. Если повезет, следующий стрим будет последним. ну, если повезет, потому что вот этот бэктрекинг это что-то с чем-то. Вот это бегаешь, 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 как дурачок какой-то бегаешь. Просто Ну, бегаешь, 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 бегаешь. Это не есть, конечно, вообще прекрасно, замечательно, если честно. Поэтому удастся нам дойти до Талова или не удастся в следующий раз. Я посмотрю просто по прохождениям, сколько это в целом Кирилл занимает. Орлов. Осталась четверть игры Караче. Ну, я думаю, мы должны справиться хоть как. Либо быть очень близки. ну, все зависит от того, что, понимаешь, все упирается в то, что либо если там прохождение линейное идет, Кирилл Орлов. Кстати, еще вопрос по поводу Криса. если там оно линейное, то может быть. Но если оно вот такое опять, сходи туда, пойди сюда. М, Класс. Просто офигеть. Недолго музыка играла, недолго Думгай танцевал. Стрим, да он не завис. Тут дело не в том, что он завис. Тут стрим упал, потому что у меня опять упал роутер. Вот он сегодня у меня вышел из строя от того, что на нем он просто упал в какую-то аварию и не хотел работать. Я поставил другой блок питания, запасной, который универсальный, который может там, 9 вольт, 12, 6. И вот все было нормально, но вот в какой-то момент, вот сейчас у меня опять роутер упал в аварию. Правда, вот сейчас перевоткнув блок питания, он заработал нормально снова. Ну, просто получается какая-то ерунда. То есть то ли роутер все-таки хочет умереть окончательно, то ли что, непонятно. То есть, вот в итоге я завтра блок питания посмотрю, может какой-нибудь другой ему. Кирилл Орлов. Надо роутер Да у меня менять. Дедушке ситуация пора на не покой. лучше. У меня уже второй раз роутер отъебывает. Тоже. Ну, интернет на нем. Ну, у меня-то, если что, есть твой запасной. Я сейчас переключал быстро. Но я не у себя дома сейчас на моменте. Мгм. Ну, у меня хотя бы, если Надо что, было аварийно лежит перевоткнуть. твой роутер, который вот этот, черный, который там Мгм. зикровский там или какой он. Ну, просто этот что так себя странно ведет. Я не очень понимаю, почему он такой. Падает в какую-то аварию, в какую-то защиту, и при этом именно часто что? То есть, как бы он начинает жрать как не в себя электричество, или реально там где-то его он уже это самое то ли коротит, то ли что. Конечно, он уже что-то начинает меня напрягать своим поведением. Странно себя прям ведет Там у какая-то. Кирилла вопрос был по поводу Криса какой-то. Да, да. Поясни. Интересно, Кирилл Орлов. что за Там что-то вопрос. говорили, на полфразе прервало. Ну, ты про Криса успел про что-то про Криса спросил, и как раз в этот момент роутер опять вот ушел в ощипку. Поэтому что-то там про Криса хотел спросить.
Как говорится, последний вопрос, и будем расходиться. Я сейчас посмотрю. Вот прохождение Заджилы, пока вот смотрю параллельно. Подожди, это все прохождение, что ли, прям до конца? Вы же меня обманываете. Нет, не до конца. Там что, за 30 минут? Кирилл Орлов. А до за Криса после Джил проходить будете, или уже в ремейке за него побегаете? Что ж тебя так удивило-то? Кирилл, ну я бы пока не ставил на то, что мы будем прямо проходить все резики вдоль и поперек. Да, мы, возможно, возьмем другую игру, которую будем тоже дотошно проходить, но не факт, что это вообще пока что будет резик. Опыта с резиком хватило. Спасибо. Поэтому, конечно, будем поглядеть, но я бы пока не горячился с этим. Хорошего понемножку. Ну, вот я сейчас, кстати, смотрю прохождение. Вот чувак, у него из 3 частей оно состоит. И вот у него 2 часа заняло прохождение как раз плюс-минус километр как раз с убийства змеи. И вот поехали. Кирилл Орлов. Ой, Стасу я-то смотрю, как очень кайфанул. понравилось. Да не, на самом деле неплохо, говорю, меня бесит только микроменеджмент. Все, очень сильно бесит. Ну, коридоры непонятные бесят само собой, но к ним я могу скидку сделать на то, что, ну, так вот, чуть подрастянули игру, плюс, ну, реально, типа мы по мощностям решили так сойти. Но вот именно по мощностям в плане растянуть игру еще более искусственно из-за этого ящика, нет, спасибо. Ну вот, Кирилл сейчас... Орлов. Микроменеджмент Даре 4 будет. А он в каждой игре, по сути, есть. И где он хуже, еще большой вопрос. Точнее так, вопрос, хуже микроменеджмент в 4 или в 0, вот это вот хороший вопрос. Ну, у чувака по футажам, ну вот часа у него прохождение должно занять вот прям до конца. С учетом загадок, компьютеров, всей этой истории. У нас 2, возможно, и больше. Да, то есть он-то тут вроде как сознанием, ну, там, сознанием, не сознанием дело, черт его поймет. Ну, тут... Не знаю, короче. Пойди, знай. Так, ладно, все. Давайте на этом тогда расходиться, раз тут уже бунт техники начинается. Буду за ней наблюдать, потому что если, конечно, так он будет себя дальше вести нехорошо, то его действительно проще нахер заменить, потому что это ерунда. Вот. Ну что ж, всем спасибо. Надеюсь, было интересно. С вами Панквинта был. И Притчер. Всем спасибо, всем до свидания, до новых Кирилл встреч. Орлов. Пока до субботы. Пока-пока.